Приветствую вас, друзья, вы опять на канале Survagor, а на ваших экранах опять новости про грядущую 17-ю альфу игры 7 Days to Die. И сегодня у нас будут как хорошие новости, так и не очень, хотя все зависит от восприятия. Итак, в этом выпуске про такое: здоровье и выносливость, транспорт, моды оружия, обзор стрима разработчиков, хорошая новость про рюкзак и прочее. Поехали! Но перед тем, как мы начнем, хочу вам напомнить о том, что на моем сайте 7daystoday.info есть замечательный раздел, в котором собраны самые разнообразные игры про выживание по самым вкусным ценам. Тут вы найдете игры про выживание во время зомби-апокалипсиса, после или во время различных экологических и природных катаклизмов, после ядерной войны и других войн, и многое другое. И, конечно же, тут вы сможете купить игру 7 Days to Die с огромной скидкой. Единственное, что в сезон скидок в Steam тут цены могут быть немного выше, потому рекомендую их сравнивать перед покупкой игры. Ну а теперь переходим к новостям. Погнали! Подробности работы системы здоровья и выносливости. Как вы помните, у нас в 17-й альфе будет 3 значения уровня выносливости и здоровья: максимальный, максимально доступный и текущий. Максимальный уровень вроде бы будет зависеть от уровня персонажа и его прокачки, и будет таким себе ограничителем, выше которого другие уровни не смогут подняться, ну как минимум визуально. Текущий уровень будет меняться динамически в ответ на наши действия или внешние факторы. Это то, что мы сейчас видим в игре. Когда бежим или получаем урон, соответственно меняется текущий уровень выносливости и здоровья. В 17-й альфе каждый раз при пассивной регенерации того или иного текущего уровня выносливости и здоровья будет тратиться еда и вода. Как я понял, еда будет тратиться по мере пассивного восстановления уровня здоровья и выносливости, а вот вода будет тратиться только по мере пассивного восстановления выносливости. Также еда и вода будут тратиться просто с течением времени, так как персонаж в любом случае должен будет периодически есть и пить. И самый сложный в плане понимания — это максимально доступный уровень. На его значение уже будет влиять множество факторов, среди которых будет голод и жажда. Максимально доступный уровень выносливости будет определяться уровнем сытости. До этого уровня сможет восстанавливаться выносливость в пассивном режиме или с помощью кофе или других бустов. Максимально доступный уровень выносливости будет постепенно падать по мере того, как будет расти уровень голода. Также уровень голода будет расти быстрее, когда персонаж будет совершать какие-то активные действия, например, бегать, прыгать, рубить деревья и прочее. В результате получается, что чем сильнее голоден персонаж, тем меньше ему будет доступна выносливости для каких-то активных действий, и тем чаще ему придется останавливаться, чтобы перевести дыхание. Плотно поев, мы соответственно снизим голод, и доступный уровень выносливости опять увеличится. Получается, в 17-й альфе индикатор голода у нас будет постоянно перед глазами, как многие и хотели. В 17-й альфе уровень сытости сможет подниматься выше 100%. То есть, к примеру, если показатель сытости вашего персонажа составляет 99% и вы съедите мясное рагу, то уровень сытости вашего персонажа поднимется примерно до 120%. Отображено это нигде не будет, но тем не менее ваш персонаж будет оставаться полностью сытым гораздо дольше, до тех пор, пока воображаемый уровень сытости не опустится до отметки 99% и ниже. Также тут стоит учесть, что если индикатор сытости показывает 100%, мы не сможем есть. То есть у нас не выйдет наесться до 200%, а вот закидываться едой при первой возможности, когда появится минимальный намек на голод, нам никто не запретит. Из всего этого следует, что перед долгой дорогой, сложным боем или, к примеру, рубкой леса будет вполне резонно основательно подкрепиться, чтобы как можно дольше иметь максимально доступный уровень выносливости. Напомню, что сейчас в 16-й альфе, если мы съедим что-то сытное при сытости 95-99%, то получается так, что часть еды теряется. А вот в 17-й альфе вся еда будет идти впрок. Возможно, то же самое будет и с водой, но это не точно. Теперь, что касается здоровья. В 17-й альфе при небольших и не критичных повреждениях мы, конечно, сможем поднять уровень здоровья с помощью еды, но тут не выйдет поступить как с сытостью. То есть с помощью еды нельзя будет поднять уровень здоровья выше 100%, а вот будет ли такая возможность вообще доступна, пока неизвестно. Хотя вполне могли бы быть какие-то препараты, которые временно повышали бы максимальный уровень здоровья. Если уровень голода можно будет определить, просто глянув на доступный уровень выносливости, то уровень жажды уже будет определить сложнее. Жажда будет влиять на скорость восстановления выносливости и здоровья в пассивном режиме. Чем больше персонаж будет хотеть пить, тем медленнее будет восстанавливаться здоровье и выносливость. При сильной жажде можно будет даже получить дебафы, которые будут снижать эффективность от использования лекарственных препаратов и употребления пищи. Получается, в 17-й альфе вода будет всему голова, а не еда, а смерть от жажды и голода будет мучительнее и медленнее, чем сейчас. К моменту, когда у вас из-за голода и жажды начнет снижаться здоровье, вы уже почти не сможете бегать, и даже после каждого прыжка вам придется отдыхать. Мне кажется, что это весьма реалистично, в отличие от некоторых моментов, которые будут рассмотрены позже. Немного про транспорт в 17-й альфе. В
Все мы видели в прошлых видео Джоэла, как его авто или мотоцикл с легкостью сносили любые препятствия, начиная с куч мусора и заканчивая булыжниками и деревьями. И на тот момент могло показаться, что транспорт вообще не получает урона, так как его прочность составляла неимоверно большое число со знаком минус. В 17 альфе любой транспорт будет получать повреждения от каждого столкновения с препятствием. Ранее говорилось, что урон, наносимый препятствию, будет напрямую зависеть от скорости, на которой произошло столкновение. То же самое относится и к урону, который будет получать транспорт. Понятное дело, что урон, наносимый транспорту, будет сильно отличаться в меньшую сторону от урона, наносимого препятствию, но тут я хотел бы выразить некоторые опасения. Мне кажется, что в 17 альфе мы одинаково легко сможем сносить, к примеру, деревья или стены, и неважно, на чем мы это будем делать, на джипе или на мотоцикле. Хотя по логике такие большие препятствия, как стены и деревья, мог бы сносить только джип. Но посмотрим, как это будет реализовано. Я надеюсь, что у разного транспорта будет сильное отличие в том, сколько урона он наносит и получает в ответ в зависимости от типа блоков. И еще напомню вам, что джипы в 17 альфе пока что будут одноместными. Наличие пассажирских мест сопряжено с некоторыми трудностями, поэтому эта функция будет добавлена немного позже. Может быть в патчах, а может быть уже в 18 альфе. Немного про моды оружия. То, что сейчас обсуждается на форуме, меня, если честно, сильно расстраивает. Речь там идет о том, что любые модификации, установленные на оружие, будут просто несъемными, и причиной тому является баланс. То есть, раз мы сможем в игре создавать оружие, то мы всегда сможем создать себе новое, если то, что у нас получилось после установки модов, нам не понравится. То есть, если мы установили на автомат оптику и глушитель, то снять мы их уже не сможем. Чтобы получить оружие с другими характеристиками, нам придется искать или создавать другой автомат, искать или покупать к нему новые модификации и создавать новое оружие. Но как быть с модификациями, которые нельзя будет создавать? Да и к тому же, некоторые из них, по утверждениям разработчиков, будут редкими и уникальными. Получается, может быть такое, что мы установили на автомат хорошую уникальную оптику, вероятность найти или купить которую будет очень мала, потом нашли или создали автомат более лучшего качества, и переставить на него эту оптику со старого оружия более низкого качества мы уже не сможем. Я надеюсь, что это все просто рассуждение и не более того. Как минимум на форуме было упоминание, что у каждой модификации в XML будет параметр, который будет определять возможность снятия и повторного использования модификации. Из этого следует, что многие модификации все-таки можно будет снять и установить на другое оружие. Это как минимум логично, и никакими причинами баланса в игре просто нельзя объяснить невозможность менять на оружие такие модификации, как прицелы, глушители, магазины и прочее. Несъемными могут быть такие модификации, как спиливание ствола у дробовика и прочие кастомизации, после которых нереально было бы восстановить прежний вид оружия. Стрим разработчиков. Недавно разработчики Prime и Kinyajo провели совместный стрим, на котором отвечали на вопросы зрителей. В основном люди задавали одни и те же вопросы, ответы на которые есть в прошлых моих новостных видео, но были на этом стриме освещены и те моменты, о которых еще нигде не сообщалось. Итак, что было рассказано разработчиками на стриме вопросов и ответов? Бандиты и другие NPC официально перенесены в 18 альфу или даже в бету. Зомби замечательно будут справляться с деревьями, так что строить базу на деревьях уже будет нельзя. Зайдя на сервер в 17 альфе, вы уже не сможете узнать семя карты рандомного мира, с помощью которого он был сгенерирован. Вместо этого вы увидите просто слово country. Это позволит избежать таких моментов, когда игроки могли сгенерировать локально карту сервера, исследовать ее в креативном режиме и уже вернуться на сервер полностью подготовленными в плане расположения всех важных объектов. Также карты, созданные с помощью генератора, можно будет редактировать на свой вкус и цвет. Какие инструменты будут нам тут доступны, можно ли будет добавлять свои локации, строить дороги и прочее, об этом пока что нет информации. Но и наличие подобной возможности уже само по себе круто. Кстати, максимальный размер генерируемых карт будет уменьшен с 10 до 8000 метров квадратных, но теперь плотность разнообразных объектов на этих картах будет существенно увеличена, и нам не придется тратить пол игрового дня или больше, чтобы добраться из одного города в другой. Система развития персонажа. Система развития персонажа была переработана таким образом, что мы просто не сможем прокачать персонажа по всем направлениям. Скорее всего, будут взаимоисключающие навыки, между которыми нам придется делать выбор. И при выборе одного из вариантов, второй будет попросту заблокирован. Такое часто встречается в играх, и такая система в итоге позволит вкачивать персонажа в определенную специализацию. Разработчики отказались от выбора специализации персонажа при создании новой игры, объясняя это тем, что в этом случае игроки будут изначально ограничены сделанным выбором, а это не очень хорошо. По мнению разработчиков, будет гораздо лучше и правильнее, если специализация будет формироваться по ходу и будет зависеть от стиля игры. Если честно, меня всегда напрягало в других играх, когда в начале игры я должен был выбирать специализацию, совершенно не представляя, что меня ждет впереди и как я буду реагировать на те или иные вызовы игры. Потому я считаю отсутствие выбора специализации в начале игры и формирование его по мере прохождения — это очень хороший выбор.
Также, насколько я понял, мы уже не сможем просто взять и купить за очки опыта уровень владения топором или винтовкой. Прокачка тех или иных навыков будет уже завязана на действии. То есть, если хочешь прокачать владение винтовкой, пользуйся винтовкой. Не будет такого, как сейчас в 16-й альфе, когда орудуешь луком, убиваешь зомби и на заработанные очки просто прокачиваешь владение винтовкой. Как мне кажется, это очень хорошие перемены. Такая система понятна и уже намного логичнее того, что есть сейчас. Про оружие. Нового оружия как такового в 17-й альфе не появится. Тем не менее, в этой версии будут предусмотрены расширенные возможности модификации, используя которые создатели модов получат уже гораздо больше возможностей и смогут просто завалить нас разнообразным оружием. Я уверен, что в скором времени после выхода 17-й альфы в сети появятся специальные оружейные модификации, добавляющие в игру большое разнообразие в этом плане. Вопрос в том, насколько это будет актуально. У оружия будет всего 6 уровней качества, и уровни эти будут влиять только на то, как быстро будет приходить в негодность наше оружие. На величину урона, точность, разброс при стрельбе и прочие параметры будут влиять установленные модификации и навыки персонажа. Также на стриме Prime показал нам скриншот из 17-й альфы, на котором было показано, как выглядит экран в игре, когда мы находимся в пати. Находясь в пати, в верхнем левом углу экрана мы сможем наблюдать дополнительную информацию о наших товарищах. Тут мы сможем получить такую информацию о друзьях, как состояние здоровья, расстояние до них, а стрелочки разного цвета будут сообщать нам о том, в какой стороне от нас находится каждый из друзей. Кроме этого, метки наших друзей теперь будут показаны и на компасе в верхней части экрана. Сейчас увидеть, где кто находится, можно, если не ошибаюсь, только если открыть карту. Но вся эта дополнительная информация будет появляться в верхней левой части экрана только если мы находимся на расстоянии не более 100 метров друг от друга. Также опыт при выполнении каких-то квестов или других действий, таких как убийство зомби или добыча руды, вроде как будет распределяться между всеми участниками пати, если они находятся в пределах тех же 100 метров друг от друга. В каких пропорциях будет делиться опыт между участниками пати, пока не ясно. И да, пчелки не вернутся в игру уже никогда. Не знаю, кто их там ждал, я про них уже вообще забыл. Но в то же время я считаю, что летающих тварей в игре катастрофически не хватает. Могли бы добавить тех же обычных птиц, к примеру, орлов, ворон и прочую летающую живность. Я думаю, что это оживило бы мир. Если замечали, сейчас в 16-й альфе, особенно это заметно во время орды, когда вы убиваете зомби и они падают друг на друга, то происходит следующее. Трупы зомби, если они в момент превращения в останки находятся над камушками, мусорными кучами или другими останками, просто уничтожаются, а с ними пропадает и весь лут, который в них был. Особенно обидно бывает, когда это останки зомби военных, так как обычно в них можно найти весьма приличный лут. Роланд рассказал на форуме, что 17-й альфа в этом плане нас приятно удивит. Вроде как это было исправлено. Интересно, как они это решили. Хорошая новость про рюкзак. И самое интересное в этом выпуске новость, и самое, наверное, хорошее, касается размеров рюкзака в игре. На форуме было много предложений, начиная от банального увеличения места в рюкзаке путем добавления дополнительных ячеек и заканчивая сменными рюкзаками. Если честно, мне нравилась идея со сменными рюкзаками, когда можно было бы находить рюкзаки и сумки с разным количеством ячеек, но чтобы не все сумки персонаж мог использовать на старте. К примеру, можно было бы привязать разные сумки к разному уровню прокачки какого-то навыка. Ну, да какая разница, что мне там нравилось. Важно то, что будет в 17-й альфе и вот что нас ждет. Для начала напомню, что сейчас в 16-й альфе размер рюкзака составляет 32 ячейки, 4 строки по 8 ячеек в каждой. В 17-й альфе объем рюкзака будет увеличен. Новый объем рюкзака будет составлять уже 45 ячеек. В новом рюкзаке будет 5 строк по 9 ячеек в каждой строке. То есть в итоге будет добавлена одна дополнительная колонка и одна дополнительная строка. Но это еще не все. На старте нам будет доступно всего 3 строки ячеек, а остальные будут заблокированы. То есть в отличие от 16-й альфы, в 17-й мы вначале будем иметь доступного места в рюкзаке на 5 ячеек меньше, чем сейчас. Чтобы разблокировать дополнительные ячейки в рюкзаке и получить в свое распоряжение все 45 ячеек, нам нужно будет всячески прокачивать такой атрибут персонажа, как стойкость или сила, тут не совсем понятно. Со слов разработчиков, изменяемые размеры рюкзака — это только одна из множества секретных функций, которые нас ждут в 17-й альфе. 17-й альфа обещает быть самым масштабным обновлением за всю историю развития игры Seven Days to Die. Я так смотрю, сейчас вообще какой-то бум на глобальное обновление в играх, как находящихся в раннем доступе, так и вышедших в релиз. К 17-й альфе игра Seven Days to Die, со слов разработчиков, была практически полностью переписана с нуля. Было внесено множество изменений, добавлено множество новых механик и новинок, малая часть которых уже была освещена в моих прошлых видео. Полный список правок, как обычно, будет опубликован на официальном форуме игры, ну а перевод через какое-то время появится на сайте 7daystoDie.info.
Ну что ж, друзья, это все новости и слухи, что у меня были на данный момент. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, вступайте в группы ВК и на Facebook. Делитесь этим видео с друзьями, и мы обязательно увидимся в следующих видео или на стримах. Все ссылки в описании под видео. Всем удачи, всем пока.